Какие у вас ассоциации со словом бизнес-класс? Можно купить билет на самолет бизнес-класса, можно купить жилье бизнес-класса, билет на Сапсан. В общем-то, много чего можно купить уровня бизнес-класс. Но из нашего понимания стали как-то постепенно уходить смартфоны. Ведь тот же iPhone, он по сути является максимально универсальным, как и все остальные смартфоны на рынке. Но еще каких-то 15 лет назад была необходимость в позиционировании смартфонов для разных аудиторий. Например, N-серия для мультимедиа, Express Music для музыки. А для бизнесменов была E-серия. И непременным атрибутом этих смартфонов была QWERTY-клавиатура, как у нашего сегодняшнего героя Nokia E72. Меня всегда привлекали смартфоны в таком форм-факторе. Солидный моноблок с QWERTY-клавиатурой. И в 2009 году такие смартфоны пользовались хорошим спросом. И у любого уважающего себя бренда был подобный аппарат в своем портфолио. Материалы корпуса E72 и цветовое исполнение также подчеркивают некоторую деловитость аппарата. В бронзовом исполнении выглядит очень прилично и интересно. Также в корпусе нашлось место и для металла. Это передняя рамка и задняя крышка с приятной текстурой. Правда, быстро покрывается отпечатками пальцев. Такой небольшой гаджет хорошо помещается в любом кармане и в руке. А чтобы его не потерять, здесь есть специальное отверстие для ремешка. Спереди находится небольшой дисплей с разрешением 320 на 240. Хорошие цвета и углы обзора. Я уже настолько отвык от несенсорных устройств, что когда пользовался первый час Nokia E72, пальцы так и тянулись на экран в попытке нажать что-нибудь. Ну и конечно же, самое главное на фронтальной панели – это клавиатура. С ее помощью можно с комфортом переписываться. Поначалу было супер непривычно что-либо набирать на ней, но уже после некоторого времени я к ней привык. Очень приятная тактильная отдача и звук нажатия. Пользоваться ей – одно удовольствие. Конечно, из-за размеров русская раскладка несколько пострадала. Ряд клавиш располагается не там, где они находятся у больших собратьев. Чуть выше находятся клавиши быстрого доступа к календарю, к домашнему экрану, контактам и к электронной почте. А между ними находится пятипозиционная навигационная клавиша. В центре расположился тачпад. У него есть 3 степени чувствительности, также можно настроить вибрацию при касании. Все можно сделать под свой вкус. Интересный факт. В этом аппарате 56 кнопок. Для зарядки здесь используется традиционный нокиевский тонкий штекер, а для синхронизации с ПК и передачи файлов доступен порт microUSB. На тыльной стороне расположился блок камеры, 5 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Спереди же находится фронтальная камера для видеозвонков, и ни для чего большего она не годится. В плане звука тут тоже все хорошо. Динамик на задней панели довольно громкий и приятный. И конечно же есть стандартный разъем для наушников. А учитывая наличие разъема для карты памяти и поддержку не только MP3, но и других форматов, смартфоном можно пользоваться как музыкальным плеером. Nokia E72 базируется на Symbian S60 третьего издания с пакетом обновлений 2. По железной части здесь все стандартно. Одноядерный процессор на 600 МГц и 128 МБ оперативной памяти. Этого за глаза хватало для комфортной работы и полноценной многозадачности. После разблокировки мы видим перед собой рабочий стол, на котором располагаются иконки приложений, ближайшие события из календаря и виджет электронной почты. Также есть возможность настроить рабочий режим и личный, и для каждого выбрать свою тему оформления, свои иконки и свои виджеты на рабочем столе. Из коробки аппарат предлагает огромный выбор предустановленных приложений, например, мобильный Quick Office, читалка PDF-документов, архиватор, конвертер и словарь. Также имеется сканер визиток и сканер текста, а встроенный браузер в принципе неплохой. И конечно, нельзя себе представить аппарат бизнес-уровня без клиента электронной почты. Есть возможность добавить несколько почтовых ящиков, а клиент работает и сегодня. Как и в любых других устройствах E-серии, здесь реализовано голосовое управление. Чтобы его активировать, достаточно нажать на специальную клавишу, произнести приложение, которое вы хотите открыть, или контакт, которому вы хотите позвонить, и совершить действие. Календар. Вот, у нас открывается календарь. Довольно удобно. В аппарате активно задействован акселерометр. При помощи него можно отклонить входящий вызов или выключить будильник. Встроенный модуль GPS и фирменные карты Nokia делают из E72 полноценный навигатор. И конечно же здесь доступна работа с файлами благодаря встроенному диспетчеру файлов. Про все фишки и особенности Symbian стоит, наверное, рассказать в отдельном видео. Если такое надо, ставь лайк и пиши комментарий.
Друзья, у меня также появилась страничка на платформе Boosty, где вы можете поддержать мой канал. Ссылка будет в описании. Давайте резюмируем. Nokia E72 – это отличный аппарат для своего времени. И он бы, наверное, был бы более массовым, если бы не позиционировался как исключительно бизнес-решением. Ведь здесь есть все, что нужно обычному пользователю, а не только бизнесмену. Хорошая клавиатура для общения есть. Приятная для своего времени камера. Также имеется стандартный разъем для наушников, чтобы слушать музыку. Есть поддержка множества игр и приложений, также имеется. Ну и, конечно же, не стоит забывать про фирменную навигацию и карты от Nokia. А что вы думаете об этом аппарате, напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. А с вами был я, Невероятный М, и увидимся в новых видео. Всем пока!